Казалось бы, нас уже сложно удивить заявлениями из Киева. Но на этот раз глава администрации Украины решил превзойти сам себя. Новая пресс-конференция, которую он устроил, дала гораздо больше вопросов, чем ответов. Что кроется за его громкими обещаниями, прорыв или очередной политический перформанс? И реально ли то, что он предлагает, или это всего лишь хорошо продуманная попытка удержать внимание на международной арене? Началось все с неожиданного признания. Теперь Зеленский намерен проводить не только выборы, но и референдумы о будущем Донбасса. С учетом того, насколько мастерски Зеленский умеет затягивать любые переговорные процессы, можно предположить, что новая инициатива – лишь очередной эпизод политического шоу, где главная задача – оставить зрителя в напряжении до последнего акта. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. По словам Зеленского, США действительно требуют от Украины вывести свои войска с территории Донбасса. Это стало главным неожиданным моментом пресс-конференции. Он заявил, что по плану США русские войска не будут заходить на оставшуюся часть региона, и именно в этом Вашингтон видит уступки со стороны Москвы. Такая логика, мягко говоря, вызывает вопросы. Именно после этого Зеленский перешел к самой спорной части. Решение территориального вопроса должно быть вынесено на референдум. Кто его будет организовывать, кто будет обеспечивать безопасность, где он будет проходить, ответы отсутствуют. Более того, сам Зеленский признал, что не имеет понятия, кто станет управлять демилитаризованной зоной, которая должна возникнуть после вывода войск. Судя по всему, речь идет о каком-то промежуточном варианте, о котором пока знают только несколько человек. Стоит вспомнить, что буквально недавно Зеленский уже делал похожее заявление. Если США и ЕС готовы обеспечить безопасность, то Украина может провести выборы президента в течение 2-3 месяцев. Тогда это выглядело скорее как попытка показать готовность к демократическим процедурам. Теперь же речь идет о референдуме по статусу территорий, который Киев фактически не контролирует. Как можно проводить голосование там, куда не имеют доступа ни украинские наблюдатели, ни украинские чиновники? Этого он тоже не пояснил. Создается впечатление, что в Киеве пытаются найти новую политическую формулу, способную удовлетворить Вашингтон, европейских партнеров и собственную аудиторию. Но каждая попытка приводит лишь к тому, что противоречия становятся все очевиднее. Особое внимание привлекли слова Зеленского о том, что США не хотят видеть Украину в НАТО. Фактически, он впервые столь открыто признал то, о чем в кулуарах говорили давно. Приглашение в военный блок не последовало ни при администрации Байдена, ни позже. Формулировка «ситуация не изменилась» звучала почти как разочарование, хотя для внимательного наблюдателя ничего нового она не содержала. А ведь именно вступление в НАТО долгие годы подавалось как стратегическая цель Украины, некая точка, к которой все стремится. Теперь же Зеленский вынужден объяснять, почему его западные союзники не спешат выполнять обещания. Возможно, поэтому он и перешел к теме референдумов, чтобы создать иллюзию внутренней инициативы, а не зависимости от внешних решений. Но выходит наоборот. Почти каждое новое заявление лишь подчеркивает, насколько Киев связан множеством внешнеполитических обязательств и как мало у него самостоятельности. Риторика Зеленского все больше напоминает попытку удержаться на вершине информационной волны. Он говорит о выборах, которые невозможно провести, о референдумах, которые нельзя организовать, о планах США, которые не совпадают с планами Киева, о гарантиях безопасности, которые никто не подтверждает, и о демилитаризованной зоне, у которой нет администратора. Каждое заявление звучит громко, но при ближайшем рассмотрении оказывается либо неполным, либо противоречивым. Тем не менее, сама пресс-конференция произвела сильный эффект. Для части украинской аудитории она стала сигналом. Власть ищет новые пути разрешения конфликта. Для другой части – доказательством того, что реального плана нет. Для внешних наблюдателей это очередная попытка Киева обозначить готовность к компромиссам, но при этом не потерять лицо. Одно ясно – ситуация вокруг Донбасса входит в новый этап, но непонятно в какой. Инициатива Зеленского может стать началом сложного политического процесса, а может очередным маневром для затягивания времени. Вашингтон, судя по заявлениям, жестко настаивает на своих условиях,
Москва их трактует по-своему, а Киев пытается показать значимость, не имея четкого понимания, что делать дальше. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!